Здравствуйте, друзья! Сейчас я вам покажу, как сделать вот такую вот рамку без зарезания, без фрезерования, но так, чтобы паз для картины или для зеркала был в домашних условиях. Ну что ж, погнали! Для начала первое, что мы делаем, это заготавливаем 4 детали. Боковые части и верхние части. Вот мы вырезали 4 детали, вот так это будет выглядеть. Теперь внутренние части оставляем ровными, а боковые части вырисовываем волну и будем вырезать. Вот мы сделали зарисовку на наших деталях, а теперь будем вырезать с помощью электролобзика. Вот мы уже вырезали наши детали. Следующий шаг – это шлифовка. Шлифуем. Можно пошлифовать с помощью болгарки, площадка на болгарку и лепестковый круг на липучке. Вот пошлифовали нашу поверхность. Дальше шлифуем торцы с помощью также болгарки и вот такого вот лепесткового круга на болгарку. Пошлифовали наши торцы, а теперь точно так же с помощью лепесткового круга начинаем наводить старение на наших деталях. Искусственно состарили древесину, а теперь будем собирать, скручивать нашу раму. И после чего будем создавать наш паз. Вот с обратной стороны выставили наши детали. Выставляем, чтобы все было ровно, с помощью угольника. Кстати, как сделать такой угольник своими руками за 10 минут, даже без помощи другого угольника, смотрите в другом видео, будет в подсказках. Выставили, а теперь будем прикручивать. Поприкручивали, а теперь наши саморезы зашпаклевываем шпаклевкой по дереву. Кстати, кому интересно, как сделать шпаклевку самому, или же у вас она намокла, или же наоборот высохла, в подсказках и в описании будет видео, что в таком случае делать. Все довольно просто, все легко решается. И также можно очень легко шпаклевку сделать и самому. Пошпаклевали. Теперь, пока шпаклевка будет сохнуть, мы переворачиваем и приступаем к изготовлению нашего паза. Как мы его делаем? А дальше мы берем 2 досточки и мы их будем прикручивать, вырезать вот сюда вот. Вот так вот это будет выглядеть, так, чтобы внутрь она заходила на 1,5 см. И таким образом будет внутри создавать паз для нашего зеркала или рамки. Очень простой, действующий способ. Не нужно ничего не зарезать, не фрезеровывать. Сейчас замеряем размер. Внутренняя сторона также будет ровная, здесь будет волнистая. Вырезаем, шлифуем, коцаем и прикручиваем. Вот подготовили уже 2 детали. Вставляем их на свои места. И таким простым методом искусственно создаем паз. И точно так же их прикручиваем, а здесь подшпаклюем. И вот рамка будет красивая, делается легко. И не нужно ничего, как я говорил, зарезать, фрезеровать. Такой вот простой метод. И теперь прикручиваем. И вот точно так же прикрутили, пошпаклевали. И таким образом искусственно создали паз для нашего зеркала. А теперь можно ставить стеклодержатели сверху, снизу и таким образом фиксировать наше зеркало. А вот так вот наша рамка выглядит снаружи. Вот такая вот красота. Сейчас еще подсохнет шпаклевка, мы пошлифуем спереди и сзади. И тогда для более такого эффекта по старину мы с помощью щетки по металлу еще поброшируем поверхность. А уже тогда будем обжигать и лакировать. И вот шпаклевка подсохла, мы ее сразу же пошлифовали. И сзади, и спереди. И вот, теперь наша рамка готова. Останется только поброшировать и вперед обжигать и лакировать. Вот мы рамку отброшировали. Вот какой крутой эффект броширования создался. А теперь мы можем идти и обжигать нашу раму.
Ну а теперь будем лакировать. Берем водный лак, краситель, мешаем цвет, который нам нужен, и даем несколько слоев цветного лака и сверху еще несколько слоев бесцветного лака. И вот наша рамка готова. Очень просто и красивая. И главное, что сделать можно в домашних условиях. А сейчас я вам покажу такую же рамку в разных цветах. А вот как она выглядит в комплекте вместе с прихожей. Вот такая вот красота.